Всем привет! Сегодня мастерим куколку-тыкву. Нам нужно два круга, 4 сантиметра, 2,5, оранжевый фетр, на который мы приклеиваем круг 4 сантиметра. Далее прибавляем 6 сантиметров. Почему оранжевый фетр? Потому что это цвет осени, цвет опавших листьев, цвет тыквы. Прибавили. А дальше рисуем круг. Это будущая наша тыква. Вырезаем. И далее приклеиваем круг 2,5 сантиметра на молочный фетр. И к нему добавляем 3,5 сантиметра. Также делаем круг. Если вдруг ошиблись и прибавили меньше, поправляем. Вырезаем. И так у нас есть два круга. Берем нитки, делаем закрепочку, такой стежочек. Да, и далее прошиваем по краю. Это нужно для того, чтобы потом собрать, стянуть и набить тыковку. Вот стягиваем. Стягиваем не до конца, потом в процессе будем подтягивать. И набиваем. Набиваем синтепухом, набиваем холофайбером. Можем набить обрезками, остатками пряжи, пряжи для валяния. Все, что можно использовать, какие-то ненужные вещи порезать мелко-мелко-мелко. Фетр довольно плотный материал. Я пользуюсь фетром средней жесткости, но тем не менее он очень хорошо держит набивку. Далее мы добиваем уже через небольшое отверстие, потому что нужно сделать чуть-чуть поплотнее. Это все-таки будет платье девочки, да? Но вы набиваете на свое усмотрение. Все знаем тыкву, форму тыквы. Тыква бывает разная, она бывает разной формы, поэтому особо стараться и вымерять до миллиметра окружность не стоит. Обрезаем нитку, и у нас получилась вот такая тыква. Далее по аналогии делаем голову. Все то же самое, только немножко труднее, так как сама голова меньше тыквы, и ее сложнее набить. Берем также синтепон, либо другие материалы, которые можно набивать. Те, что у вас есть под рукой, какие-то остатки, и набиваем. Набиваем потуже, чем саму тыкву, потому что все-таки голова, она должна иметь форму. И зашиваем. Зашиваем любым стежком. Единственное, что стараемся зашить хорошо, чтобы голова держала форму. Потому что далее мы будем с этой головой еще работать. Это еще не конечный вариант. Делаем закрепочки, ну как всегда. То есть шьем, зашиваем, не торопимся. Вот у нас получилась заготовка головы для нашей будущей куклы-тыквы. Приминаем, придаем форму, берем иголочку и расправляем складочки с той стороны, где у нас будет личико. Просто расправляем, делаем еще один круг. Это нам нужно для тыквы. Зачем можно без этого круга? Очень стараемся работать с клеевым пистолетом
Здесь процесс такой сложный, и если нет опыта, можно обжечь руки. Вот я, к сожалению, забыла сделать надрезы на фетре. Ну, удобнее, когда с надрезами, удобнее подворачивать. И нужно делать надрезы. Но, к сожалению, я этот момент упустила, но я поправила ситуацию. И да, аккуратно работаем, потому что все-таки клеевой пистолет можно обжечь руки. Вот эта заготовочка. Сейчас я покажу, что мы дальше будем делать. А будем мы делать саму тыкву, утягивать. Берем 27 сантиметров. Я пока отрезала 3, но не хватит, придется дорезать еще. И туго затягиваем. Опять же затягиваем так, чтобы придать форму тыквы. Можно затянуть потуже, можно затянуть не очень туго. Тут смотрите на свое усмотрение. Все зависит от того, сколько у вас набивки. Потому что когда очень туго набили, это одна затяжка. Когда не очень туго, это другая затяжка. Тут надо исходить от набивки. Вот я сейчас дорезала и завяжу еще 2. То есть всего 4 ниточки. У меня было 3, и я одну дорезала. Дальше, вот сейчас, когда я завяжу еще одну ниточку, это будет готовая тыква. Ее можно использовать для венков, просто для декора. Вот смотрите, придается тыкве. И дальше вот эти ниточки, да, вот которые я оставила, вот, нужно хорошо придавать, разглаживать, потому что вот ниточки, да, вот это готовая тыква. Их можно оставить, покрасить, можно к ним приклеить листики, но мне они не нужны. И я их обрезаю, потому что мы сюда будем сейчас клеить вот это коричневое основание. Зачем? Затем, что когда девочку мы сделаем, и она на полке будет стоять, украшать интерьер, да, потому что это девочка для осеннего декора, это девочка тыква, куколка, да, она для поделок в детский сад. То есть, и когда она стоит на полке, сама тыковка немножко приподнимается и просвечивается немножечко, пару миллиметров свет, и она как бы парит. А когда без этой подставки, она на полке, и она немножко тяжеловато выглядит. Нет этой воздушности, да. Мы же каждой игрушечке хотим придать какую-то воздушность. Излишки обрезаем просто ножницами. Но здесь стараемся не пачкать. Далее берем голову. И здесь самое основное бусины. У меня жемчуг, жемчужные бусины, вернее. Вот, они идут хорошо на глазки, но они неудобные, у них очень маленькое отверстие. Поэтому приходится брать маленькую иголку и работать с такой иглой, потом на утяжке очень сложно. Желательно брать иголку побольше для игрушек или просто длинную иглу. Но здесь я особо утягивать не буду. Глазки пришиваю очень самым простым способом, можно сказать, даже примитивным. Объясню почему. Все-таки это девочка-тыква, и у нее должны быть, у этой куколки, как бы глаза слегка на выкате. То есть мы ей не делаем кукольное лицо. Мы делаем лицо, которое подходит тыкве. Здесь образ немножко другой. Поэтому делаем так, но все равно утягиваю. Почему утягиваю? Для того, чтобы потом дальше работать с этой заготовкой было удобнее. И будет красиво, когда она все-таки немножечко будет утянута. Можно не утягивать. Тут уж сами смотрите на свое усмотрение. Потому что это творчество, и каждый что-то приносит. Я даю просто, ну как это, идею, да, вот можно сделать так. Но это всем известно кукольникам, как делают. Кто делает профессионально куклы,
Это, естественно, мастер-класс не для этого человека. Это мастер-класс для совершенно начинающих, которым нужно сделать один раз какой-то декор или поделку, вот, и которых просто провести время с семьей, посидеть, поболтать, сделать такую интерьерную игрушку. Далее отрезаем полоску. Эта полоска где-то 3 сантиметра шириной и 12 сантиметров длиной. Это будут ручки. Сами ручки и как бы рукавчик. Вот размеры можно посмотреть. Далее я беру нитку и просто стежком обычным, ничего не делая, прошиваю. Вот я сделала один рукавчик уже. Сейчас делаю второй рукавчик с ручкой. Да? Это ручки. Просто прошиваете стежочками, не стараетесь. Объясню почему. Это рукодельная работа именно для такого домашнего декора. Поэтому здесь вы делаете так, как вам удобно, чтобы получить от этой работы какое-то удовольствие, а не вымерять по каждому миллиметру. Да? Далее вот так можем сложить две ручки вместе, и чтобы было удобно, как идут стежки, чтобы ручки и рукавчики были одной длины. Но здесь 12 сантиметров. Сложили мы напополам, это 1,5 сантиметра. Почему я не делала обычные стандартные ручки, скажу сразу, потому что это девочка тыква. И это ручки, они такие будут, ну, не совсем кукольные ручки. Вот когда я буду шить куклу, настоящую куклу по выкройке, там будут ручки с изгибчиками, с локоточками, с утяжечками, а здесь просто примитивчик. Далее зашиваем, делаем закрепочку. Опять же, здесь будет приклеиваться, поэтому делаем как вам удобно. И все. А теперь нам нужно эти ручки доделать. И что мы будем дальше делать? Берем ножницы и стараемся вырезать, ну, типа варежки, да. Здесь просто очень маленький размер, да, 1,5 сантиметра. И потом, что подчеркнуть, что это ручная работа, да, это такая работа для отдыха, для времяпровождения. Поэтому делаем просто, особо не заморачиваясь. Вот, вырезаем. Вот такие ручки у нас получились. И далее примерка. Мы просто примеряем эти ручки, складываем напополам, намечаем центр. Вот я держу большим пальцем, да, и просто приклеиваю. Но слегка с таким наклоном, чтобы их завернуть вперед. Вот они, видите, они будут обнимать как бы тыкву. То есть девочка будет просто держать руки впереди. Вот, приклеиваем одну ручку, приклеиваем вторую ручку. И у нас уже, ну, скажем так, туловище готово. Мы справились. Волосики серые или желтые? Я выбрала желтые. 10 витков. Просто произвольно наматываете, завязываете. Узелок, тугой обычный узелок. И здесь есть одна хитрость. Вот сейчас я вам подскажу. Когда приклеиваете, нужно немножко вывернуть, чтобы вот этот узелочек остался к голове приклеить. Клея нужно капнуть чуть-чуть больше, чтобы приклеить не только узелок, а еще сами волосики. Потому что через этот узелок они будут проходить, если их не приклеить. Тут задача приклеить узелок и приклеить волосики. То есть так капнуть клея, чтобы приклеилось все. И дальше начинаем приклеивать одну прядочку, вторую, третью. Сразу скажу, что 10 витков – это очень пышные волосы. Если в планах у вас косички, то можно делать поменьше витков. Ну, я здесь хотела сделать пышные длинные волосы. В планах не было ни косичек, ни бантиков, ничего.
Вот у нас идет 5 прядей, и шестая складываем и приклеиваем. Дальше разрезаем. Все оказывается очень просто, это все несложно, с этим справится ребенок. Это вообще для детского творчества, вот эту куколку делать. Ну, где-то начальные классы. Обрезаем, подрезаем, не боимся. Вот, вытягиваем хорошо, еще раз подрезаем. То есть просто делаем куколки стрижку, но длинные оставляем волосы. И далее приклеиваем. Приклеиваем голову к тыкве. Здесь клея нужно побольше. И старательно приложить и подержать, чтобы клей прихватился. Куколка почти готова. И теперь делаем ей прическу. Из всей головы только один волосок, одна ниточка осталась на расческе. Еще подравниваем, потому что когда мы вычесываем, мы сильно вычесываем расческой, и волосики вот становятся на место. Ну и дальше нам что нужно? Бантик. Я остановилась на этом цвете, на оранжевом, опять же, яркий, красивый цвет. Хотя у меня были еще другие ленты отобраны, но почему-то решила оранжевые. И приклеиваем затылок. Затылок приклеиваю для того, чтобы все-таки вот эта часть приклеена, она хорошо держалась и затылок не отсвечивал лысиной. Ну а далее бусины. Надо нам закрыть шею. Здесь можно сделать шарфик, можно сделать платочек. Но мне захотелось бусины, поскольку тыква, бусы, это украшения. Потом как раз очень хорошо эти бусы, бусины, с которых я сделала бусы, подходят по цвету. Они тоже такие с оранжевым, с таким бежевым, с коричневым. Ну, как раз вот такое, вот как раз было количество, мне аккурат хватило, чем я осталась очень довольна. Дальше обрезаем. Вот девочка почти готова. Рисуем носик, ротик. Я рисую, сразу скажу, что это примитивная роспись. Я не знаю, как правильно ее назвать, я не художник, но она такая очень простая, потому что эта девочка, куколка, тыква. Здесь нужно передать просто такое какое-то настроение, и все. Вот. Вначале я рисую таким карандашом, простите, фломастером, такой он бордовый. Ну и бантик нужно сделать. Бантик. Просто делаем бантик. Здесь есть одна хитрость. Бантик делаю очень просто. Перетянула, завязала и на 2 узелка, чтобы хорошо приклеить. Вот. Но тут есть один такой момент, что вот эти нижние концы бантика нужно так повернуть, чтобы атласная сторона была просто сверху. И хорошо их приклеить. Поэтому я сделала 2 узелка, я сделала все, чтобы хорошо приклеить. Ну все, девочка готова. И вот тут я ее стала готовить к фотосессии. Надо поправить щечки иголочкой, просто поправляем, чтобы вот эти складочки ушли с лица. И вспомнила, я же хотела платочек. У меня был кукольный платочек, сделанный мной. Я его обрезала. И сейчас девочке завяжу бандану. И тут у меня образ завершился. Вот все. Вот такая получилась замечательная девочка. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и до новых творческих встреч.